Нормально, не бит, не крашен. Новый. Добрый день, ребята. Купил себе такой аппарат, мотоблок Dozer G7 2BT. 3 скорости вперед, 1 назад. Охлаждение воздушное. Движок 215 кубов. Называется 170F двигатель. 170 это значит один поршень 70 миллиметров в диаметре. (5,5 киловатт), 7 лошадиных сил, 4-тактный. Но это китайский. Поставщик Украина, а запчасти все китайские. Состоит из китайских деталей. 4-тактный хондовский мотор, скопированный. Ну, нормальный мотор, холода заводится. Купил я его еще зимой в магазине. Было 2 ящика, один деревянный, один картонный и 2 пакета. В одном руль, в другом колеса. Сам собрал дома. Кстати, кто будет брать в магазине, спрашивайте. Если разобранный, он, по-моему, идет дешевле. Магазин берет за сборку около 1000-1500 гривен. Узнавайте. Ну, в разных магазинах по-разному. Цена чуть больше $500. Сейчас расскажу, по каким критериям отбирал и почему выбрал именно этот. Во-первых, редуктор. Здесь редуктор полностью чугунный, мощный. Раньше были жести, короче, с чего попало. Тут чугунный и этот прямой привод идет. Идет вал. И тут через редуктор передается вращение колес. Есть же такой редуктор чугунный, только идет не вал, а цепь. Смотрите внимательно, потому что эта цепь растягивается быстро от нагрузок. И потом ее поменять целый геморрой. Там надо много разбирать. А ременные я вообще не рассматривал, потому что они то растягиваются, их регулировать надо постоянно. Вот тут идет ремни эти. Короче, решил такой, чтобы взял, один раз собрал и забыл. Больше ничего не трогать. Так, еще дальше. Валы тут, вернее, ось на колеса идет 32-я, шестигранник. Есть еще 24-е тоньше. Ну, они-то не поломаются, но лучше, чем толще, тем лучше. Дальше. Коробка. Идет 3 скорости вперед, 1 назад. Вот. Написано, вот это ж рычагом оно переключается. Есть такие же с 2 скоростями. 2 вперед, 1 назад. Не рекомендую, потому что здесь первая скорость, она пониженная. Он и так быстро бегает, этот мотоблок. Тем более на больших колесах. А если скорость еще, передаточное число будет большое, он вообще, вы за ним не угонитесь. Здесь идет также 2 скорости вперед и плюс 1. И плюс 1 еще идет пониженная вроде как. Она чуть-чуть пониженная. Задняя передача включается на вот этой нейтралке. Тут где 0. Можно включить заднюю передачу. Дальше. Воздушный фильтр. Здесь выносной. Такой шланг под пылесоса. Здесь дополнительный фильтр стоит. Дальше. Колеса высокие в этой модели.
10 на 4, вернее 4 на 10 в дюймах это. Будет клиренс больше. Ну и картошку когда окучивать, не так будет картошку мять. Рама здесь слабенькая, конечно. Короче, из-за всего этого мощного, что 3 передачи, редуктор чугунный, он весит 100 килограмм. Вот. Чем больше придавливается к земле, тем он меньше прыгает и меньше буксует по земле. Легкий хотел взять, но попробовал у соседа. Ну, он скачет по земле. Его фигу держишь в руках. Здесь трохи мощный, но я еще не пробовал. Сейчас буду вот этот огород культивировать. Покажу вам в следующих видео, как оно шло. Вон фрезы лежат, уже приготовил. Еще новенькие. Еще не были в земле. Видите? Собрал их. Попозже расскажу, как собирал. Также здесь двигатель соединяется с коробкой передач. Вот это коробка передач. Не круглым валом со шпоночкой, а такой вал, как, ну, короче, шлицевой. Такой толстый. Я не помню диаметр какой, но он толстый. И тут вот вал отбора мощности идет. Вроде на 18. Такая вот полукруг с двумя выбратыми плоскостями. Можно одевать навесное, косарка, но оно мне не надо. Косарки там, я не знаю, что еще. Комбайны всякие. Кстати, мотоблок отличается от культиватора наличием этого вала раздаточного. И чтобы передачи переключаются. Можно навесное менять. В культиваторе нельзя. И он полегче трошки. Кстати, эта коробка выдерживает двигатель, по-моему, до 12 или 15 лошадиных сил. Тут у нее запас мощности, короче, получается. У меня 7 сил. Запас мощности получается очень большой. Я не считаю, что больше 7 надо, потому что этот в руках не удержишь, если по земле с колесами он тянет нормально. Колеса буксуют. Так, колеса. Колеса здесь 10 дюймов. Вот шестигранник на 32 вал. Колеса разбираются, просто бортируются, вот эти болты. Раскручиваешь, и они две половинки распадаются. Рассоединяется, достается камера. Перед использованием надо накачать, потому что не накачал, чуть не провернул сосок. Вот. Также сюда шли на валы вот такие типа блокираторы дифференциалов. Вот так оно крутится. Туда вставляется между креплением осью и колес. И тогда получается, что на месте можно развернуться. Дает 360 градусов разворот. Но я его снял. Снял почему? Потому что увеличилось расстояние между колес, стало 70 сантиметров. Сейчас тут 60 от центров колес. 60. Показываю. 60. Буду сажать под мотоблок тоже. Сделал окучник. Много прибамбасов. Покажу в следующих видео. Все самодельное, бесплатно. Сделал 60 сантиметров, потому что между рядами картошки будет у меня 60 сантиметров. 70 уже сильно много. А так, чтобы земли нагорнуть потом на картошку и ходить, опырскивать, 60 само то. Можно 55 было, ну, короче, хватит. Так, пахать я им не пахал еще. Еще не пробовал. Не знаю даже как. Вообще никогда не пробовал. Сейчас буду снимать, пахать, так будете смеяться, наверное. Короче, что мне уже не нравится. Блин, петух соседский заколупал, орет. А ну тихо! Что мне тут не нравится? Карбюратор. Вот винт регулировки холостого хода. Вот винт регулировки качества смеси холостого хода. На холодную троит. Разогреется потом нормально. На холодную троит. Еще может поменяю карбюратор. Он тут легко меняется.
Вот два винта, две гайки, вернее, снимается фильтр воздушный, снимается карбюратор. Тросики отсоединяются и ставишь на место. Потому что тут заглушка. Не знаю, видно или нет, заглушка стоит. И он не настраивается, только холостые настраиваются. Но работает, когда нагреется нормально, на всякий случай. Так, ну что, сюда масло заливается в коробку. То есть двигатель, сам двигатель. Залил 10В40, автомобильная обычная, по вот этому уровню, пока не начнет вытекать. Двигатель должен ровно стоять, вот так. Вот так. Заливается масло по уровню, все закрывается. 10В40. Коробку заливается вот сюда, сверху. Уровень сейчас проверим, потому что уровень должен быть на отметке между вот этой и вот этой. Масло. Как покажется на вот этом промежутке, значит хватит лить. Масло ТАТ-17 для коробки заливал. Купил в магазине. Так. Что еще не показал? Да, что в этой модели, что хорошо, что оглушитель, вот он идет в решетке. При работе он нагревается горяченный и можно обжечь сейчас. А тут решетка защищает, чтобы не опалил. Ну, это масляный фильтр. Масляный фильтр, тут масло заливается. Тоже уровень показан. Я думаю, что разберутся. Дальше что переделал? Коробка передач мне тут не нравится. Продается в люксовских моделях. Коробка тут как-то на руле и переключается вправо-влево. Тут механизм тросиковый. Но я думаю, что можно докупить, только он стоит, наверное, ничего себе. Переделал этот рычаг свой. Чтобы он был покороче. Он был такой длинный вот такой. При работе он вибрировал. Ну, я согнул новый с более толстой арматурой. Тоже зашпинтовал так же само. Сделал покороче. Дотягивается нормально. Также были проблемы при сборке. Тут болты не влазили. Тут промежуточная плита вот идет, чугунная. Между мотором и коробкой. Болты не влазили. Я уже подбирал всякие. Просверлил дырку в чугунной плите больше и вставил болт на 8 резьбой или на 10, не помню. Ну, короче, вставил болт. Это кроме вот этой, как я переделал. Дальше. Вот эту штуку заизолировал, потому что тарахтит при работе ужасно. Вот этот рычаг, что поднимается руль вверх-вниз. Надо сюда солидола набегать в резьбу, ну в эту середину, потому что смотрел видео от других специалистов, она заржавевает и открутить ее потом невозможно со временем. А солидола надо набить, не забыть, я еще пока не набивал. Так, что тут? Выключение на руле, включить, выключить, это газ, это задний ход. Он нажимается рычажок и выжимается, это задний ход. На вот той нулевой передаче, что я говорил, когда в положении тут рычаг, можно включить задний ход. Получается, нажимаешь этот рычаг и одновременно сцепление потом нажимаешь. Ну, не одновременно, потом сцепление. Да, еще что мне тут нравится, что сцепление тут свободно разомкнутое. То есть он сейчас, вот если я заведу, не хочу сейчас заводить, потому что вы меня не услышите. Пока не нажмешь этот рычаг, он не поедет. Отпускаешь, он останавливается. Не глохнет, все работает, только останавливается за счет сцепления. Это я купил в Китае счетчик моточасов. Вот он показывает, 1 час проработал. Настраивается легко на позиции на второй. Тут в настройках тоже есть инструкции в интернете. Идет один проводок, он на батарейках работает, идет один проводок, намотанный вот сюда, на высоковольтный провод свечи.
Вот он, я его заизолировал. Тут сколько, 6 пятков, чи сколько. Да, докупил на воздушный, на выхлопную трубу вот такую штуку. 30 гривен стоит. Чтобы выхлопные газы не в сторону шли, а вниз. Кстати, меньше тарахтит, бо так звук по сторонам, а тарахтит он нормально. Хоть и четырехтактный. Дальше по настройкам. Какие были сложности. Вот это регулировка заднего хода. Вот он, тросик. Идет к этому рычагу. К тому рычагу, вернее. Вот. Он должен быть так нормально натянутый. Потому что если он не натянутый, так передача не довключается. Регулируется удлинением или укорачиванием вот этого болта на ручке. Он у меня сейчас натянутый. Дальше. Сцепление то же самое. Должно быть натянутое. У меня не натянутое. Ну ладно. Сцепление. Главное, чтобы не спадала вот эта пружинка. Натягивать до той поры, пока пружинка так чуть-чуть, чтобы не спадала. Она вот цепляется как. Смотрите, кто будет собирать. Вот так оно все должно. И этот трос пошел до сцепления. Вот щепление. Дальше. Идет датчик. На двигателе идет датчик уровня масла. Если масла в двигателе мало, двигатель глохнет или не запускается. Что мне нравится, что у него есть бардачок. Это я замочек поставил. Бардачок открывается вот так. Тут у меня инструменты, свечной ключ, эти скобы, чтобы фрезы цеплять на перевозке. Такое. Ключ на 16. Нужная вещь. Вот он. У меня не оказалось. И когда собирал, помучился. Надо два ключа. Один дали, а второй пришлось... Хорошо, что у меня, короче, набор головок был. На 16 там было. Поэтому я скрутил. А так надо с одной стороны держать, другой крутить. Чтобы не прокручивалось. Короче, на 16 ключ это проблема. Китайский размер, короче. Так, это стартер. Это заслонка воздушная. Это перекрывать бензин, топливо. Вот так открыто вправо, влево закрыто бензин, подача бензина. Также заслонка. Открыто, закрыто. Заводить в таком положении. Я покажу. Пружинки, которые регулируют стабильный ход. Вон, смотрите, как они подсоединены. Я не знаю, видно вам что нет. Они не натянутые, но так стоят, что почти натянутые. Свободненько. Так, дальше. Сюда я одел термоусадку. Знакомый подогнал. Потому что я сюда буду вешать два блина утяжелителей. Ну, если понадобится. Чтобы оно не тарахтело, они тоже железные. Так, пусть резина будет. Сюда одевается блин, и сюда шплинтом в эту дырку шплинтуется. Или также одевается эти вот эти при перевозке. Вот так одевается для транспортировки. Вот. Так одевается и перевозится. Снять еще надо. Фрезы. Фрез тут 4 штуки с каждой стороны. Они разборные. Наборные или как называется. Разбирается вот так легко и просто. Расшплинтовываете, вытаскиваете. Одна убирается, уже становится 3. Ну и так далее. Да, солидово туда набегал бы. Также шплинтуется назад. Вот так. Так, кто будет делать? Собирать эти фрезы, вот эти все ножи
идут отдельно. Оси отдельно. Собирайте так, чтобы у вас было так по диагонали. Видите, по диагонали шли эти фрезы. И ножами все в одну сторону, конечно. Вот заточенная сторона, не заточенная. Заточенная, не заточенная. Заточенными все вперед по вращению. То у вас будет правая и левая фреза. Путать нельзя. Колеса накачивайте 2 атмосферы. Хотя на резине написано 3,5-4 или что-то такое. Но 2 атмосферы уже камень. Я думаю, что больше не надо. Потому что разлетится этот нейлон. Они какие-то такие с поганой резиной сделанные. Чтобы оно не взорвало. Он есть стрелочка направления. Вот маркировка. Такое себе резина тут. Конечно, если будете покупать, выбирайте колеса хотя бы 10×5. Они будут шире. Это сильно уже тонкие. Но не переборщите, потому что когда картошку окучивать, или надо будет колеса одеть другой стороной, чтобы они были внутри тут. Широкая резина, между 2 колеса между рядами картошки не поместится. Или что вы там сажать будете. Короче, ладно. На этом пока все. Сейчас покажу, как заводить. Значит, заводим. Заводить. Бензин сюда залили. Тут, по-моему, 3,5 литра влазит бензина. Покажу. Сеточка есть тут. Сеточка. Красная штучка, когда полный. Но нам не полный, там пустой. Я обкатывал зимой. Целый час обкатывал. Короче, тут ставим на середину газ. Тут включаем on вместо off. Идем вперед. Открываем бензин. Заслонка закрытая. Не трогаем. И дергаем. Блин, одной рукой. Потом заслонку закрываем. Газом регулируем обороты. Сейчас прогреется и будем пахать. Но покажу вам в следующей серии. Еще вам покажу свои прибамбасы, которые я понаделывал. Кроме культиватора еще есть грабли, окучник, что там еще, загребалка. Короче, разное. Домкрат покажу. Без домкрата плохо колеса менять с этими. Вот так он работает. Слышите прострелы иногда? Редко, но есть. Это еще не нагрелся. Пружинки регулируют обороты. Держат обороты, вернее. Сейчас покажу количество оборотов. Таходы-то. Вот это холостые обороты. 1550. Вот так вот на холостых. Регулируется с этим черным болтиком пластмассовым. Максимальные обороты сейчас покажу. 3700. Ну, было 3800. Ну, орать где-то буду на 2,5-2800. Полные обороты не буду давать. Короче, вот так. Глушим. Все. Смотрите дальше, что дальше будет. Закрываем бензин. Закрываем заслонку. В следующем видео подцеплю фрезы. И буду первый раз в жизни культивировать огород. Тут сотки, наверное, 3. Так что поржете, я думаю. Я никогда этим не занимался. Все, до следующих видео. Всем пока. До свидания.